Всем привет! Сегодня в видео подборка реальных историй из жизни про «Я же мать». Погнали! Немного предыстории. Мне было 22 года, когда произошла эта история. Появилась у меня на тот момент возможность заняться бизнесом. С деньгами было не совсем все гладко, но благодаря помощи родителей я открыл небольшой салон по типу срочного фото. В деле был я и мой друг. Чаще всего я занимался фото, документами, а друг пока делал мелкий ремонт, так как помещение, которое мы арендовали, было не в лучшем состоянии по внутренней отделке. Мы фотографировали обычно на паспорт, права и другие документы. Чтобы вы понимали, помимо услуг мы торговали канцтоварами, мелкой электроникой, предоставляли услуги по ремонту смартфонов, ПК. Также мы распечатывали, копировали документы, делали ламинирование и так далее. Обычно наши посетители были вполне адекватные, но даже если попадались нервные или злые люди, всегда все решалось мило и полюбовно. Один раз мы испортили важный документ при ламинировании. Я испортил, если быть честным, и нам пришлось выплатить небольшую сумму, но даже тогда человек сильно не возмущался, и все прошло спокойно. Он восстановил документ, и история закончилась хорошо. Правда, перенервничал я тогда знатно. Я к тому, что даже в таких неприятных ситуациях люди вели себя нормально, в отличие от одной сумасшедшей мамашки. В один из дней было не особо много посетителей. Я смотрел в экран ноутбука, листая форумы. И тут к нам заходит она. Вернее, вплывает она. Женщина была килограмм под 90 весом, вся круглая, с двумя подбородками и с отдышкой. «Здравствуйте, мэм». Поприветствовал я ее. Она, смерив меня взглядом и даже не поздоровавшись, говорит: «Тут что ли фотки делают?» «Да, вам нужны фотографии? На паспорт, права, медкнижку или...» «Я что, похожа на ту, которой нужно фото на паспорт? Я еще молода, мне нужны фото для медкнижки». Меня, если честно, такая манера разговора сильно напрягла, но я старался не подавать виду. Я предложил ей снять верхнюю одежду и сесть на стул напротив фотоаппарата. Я же мать с презрением спросила: «Причесаться-то мне можно?» Как будто причесавшись, она перестанет быть невоспитанным человеком. Подумал я, а вслух сказал: «Да, конечно, зеркало у входа». Пока она причесывалась, я запустил программу для создания фото и Photoshop. Я усадил ее на стул, попросил чуть-чуть поднять голову и смотреть в объектив. Сделал фото, повернул к ней и спросил: «Пойдет? Это не обработанное фото, после обработки оно станет еще лучше». Конечно же, из нее не получится Анджелина Джоли, но я реально попытался. Попросил ее поднять голову, чтобы меньше был виден второй подбородок, сделал чуть посильнее вспышку, чтобы сгладить лицо. Но, конечно, ей не понравилось. «Ой, что-то я не получилось», — сказала дамочка. «Конечно, давайте переснимем», — согласился я. «Нам обычно проще переснять, чем пытаться объяснять, что камера все равно будет снимать так, каким вы являетесь, и только Photoshop немного поправит положение». Я сфотографировал ее еще раз, и третий, и снова ей не понравилось. На четвертый раз я ей сказал, что если у нас не получится, можно попробовать сходить в еще один салон в маленьком торговом центре напротив, на что она ответила, что я должен сделать ей фото. В один момент я не выдержал и спросил: «Вы понимаете, что я не могу сидеть и весь день фотографировать только вас?» А мадам ответила мне: «Мне все равно, кто там чем недоволен. Я родила 4 детей, поэтому ты обязан сделать мне красивое фото, а не вот эту гадость». «Хорошо, я сделаю последний снимок. Если вам не понравится, то, извините, я не в силах сделать фото, которое вам понравится». Несмотря на то, что внутри у меня все кипело, я сфотографировал ее еще раз, но и в этот раз ей не понравилось. Я развел руками и сказал: «Извините, но я и правда не могу вам помочь». Хотя, объективности ради, фото получились вполне сносные, учитывая, какое сокровище сидело на стуле передо мной. Но девушка не хотела отступать, и, нахмурившись, она сказала: «Меня ждет ребенок в машине, поэтому или вы делаете нормальное фото, или я звоню вашему хозяину». «Ну, тогда вам повезло, никому звонить не надо, так как я и есть владелец», — с улыбкой ответил я. Она начала сильно ругаться, угрожать проверками и написать куда следует. Тогда я попросил ее успокоиться, но дамочка начала раскидывать канцтовары со стойки, устраивать погром, и я уже решил позвать охрану, когда эта ненормальная схватилась за ламинатор. Если вы не знали, ламинатор нагревается до огромных температур, что и позволяет ему закатывать в пластик документы. Именно поэтому на верхней крышке огромный красный треугольник с надписью «Не прикасаться, когда включен», ибо ожог получить вполне реально. Я же мать заорала, а я не сдержался и засмеялся. Нет, ну реально, это надо было видеть. В общем, она схватила все вещи и выскочила из отдела с громкими криками. Думаю, с ней все нормально, потому что она коснулась его буквально на мгновение, но это было эпично.
Здравствуйте. Я хотел бы рассказать вам об одной глупой яжматери, которая заняла мое место для ее слепого ребенка. Итак, поехали. В общем, несколько дней назад я смотрел «Детектив Пикачу» в местном кинотеатре. Кстати, фильм мне очень понравился. Голос Райана Рейнольдса шикарно подошел к покемону. Я сидел спокойно, смотрел фильм, ел попкорн, пил пепси, в общем, отдыхал. Приблизительно за 10-20 минут до конца я получаю постукивание по плечу от девушки, которая была похожа на большой футбольный мяч. Рядом с ней стоял ребенок, похожий на Роули Джефферсона, такой, знаете, сутулый ботан в очках. Итак, вот разговор, который заканчивается адской сценой. Я спрашиваю: «Да, привет, не могли бы вы уступить свое место ради моего слепого сына?» — говорит яжмать. Мальчик в это время стоял и пялился в экран. К слову, я всегда помогу, уступлю место людям с ограниченными возможностями, но этот парень выглядел скорее как маменькин сынок, чем слепой. Чистый, причесанный, в хорошей одежде, нормально двигающийся, адекватный и, по мне, вполне видящий. Тогда я спросил у девушки, но у него глаза открыты, и он смотрит на экран. «Ну, он парализован», — сменила позицию яжмать. Так слепой или парализован? Я сомневаюсь в этом, потому что у него нет бинтов, покрывающих все его тело. У него нет трости, костылей или, не дай бог, инвалидной коляски. Он глухой. Начала заводиться яжмать. Тогда зачем вы привели его сюда, если он ничего не слышит? Просто уступи свое чертово место, тупица! Сидишь тут, шутки шутишь со мной. Когда она повысила голос и сказала «чёртова», мальчик повернулся на ее возглас, что еще раз убедило меня, что он не слепой, не глухой и прекрасно слышит, что говорит его ненормальная мамашка. А то, что он не парализован, было видно потому, как он уверенно двигается и топчется на месте. Тогда я спросил: «Что написано на вашем билете?» «Неважно, уступи место моему сыну», — огрызнулась дамочка. «Разрешите ваш билет?» Уловив момент, я немного грубо вытащил ее билет, посмотрел на номер, глазами нашел нужные места и обратил внимание, что рядом с ними сидит какой-то парень. «Вон ваше место, рядом с тем парнем», — сказал я. Но он громко жует попкорн и пьет пиво. К этому моменту на нас уже начали шикать и коситься. Сзади даже попросили нас заткнуться. Тогда дамочка со злостью в полный голос сказала: «Давай уже вали с этого места». «Нет, это не ваше место». «Мне плевать», — почти закричала она. Толпа, казалось, уже готова была ее разорвать. Один парень даже привстал с явным желанием выкинуть ее из кинозала. А с нескольких мест ругали ее и просили заткнуться и не мешать смотреть фильм. Как я уже сказал, фильм почти закончился, и всем была интересна развязка, но я не собирался уступать и, отмахнувшись, сказал: «Просто оставь меня в покое». После этих слов девушка начала молча приближаться к моему лицу, но в это время в зале появился наблюдатель, подошел к нам и спросил: «Мэм, что случилось?» Она пересказала ему ту же историю про глухой, слепой, уступи место и так далее, на что менеджер резонно отвечает: «Мэм, во-первых, я не вижу, что ваш сын с ограниченными возможностями. Во-вторых, при покупке билета можно указать это, и мы обеспечим ему помощь, но так как вы это не сделали, то прошу вас, не мешайте смотреть фильм другим людям». Он отвел ее в сторону, и они еще долго что-то выясняли, но прикол в том, что фильм к тому времени уже кончился, но и стоило оно того. Итак, я была на матче со своей семьей. Это было где-то в середине апреля прошлого года. Многие места были пусты, поэтому моя семья получила возможность выбрать любые места. Я была с отцом и сестрой. Мы сели поближе к полю, взяли напитки, еду и стали следить за матчем. Позади нас была какая-то женщина с двумя сыновьями. Тем временем на поле Лэнстер в атаке, и пришло время для конверсионного удара, который может принести им 2 очка. Лэнстер забивает гол, к этому моменту осталось не так много времени, и счет был 30-12 в пользу Лэнстера. Все уже понимали, что за такое короткое время Тулуза не отыграется. Пока люди праздновали, радовались и кричали, мальчик позади облил меня колой. Причем налил ее прямо мне на голову. Судя по всему, пацан сделал это преднамеренно, так как после своего поступка он гадко улыбался. Я спросила у пацана: «Что ты делаешь? Ты больной?» А мальчик в ответ на это только посмеялся и посмотрел на меня с вызовом, мол, «Что ты мне сделаешь? Я ребенок». В этот момент на ситуацию обращает внимание его мама и говорит: «О, ничего страшного, ты можешь смыть это. И да, не смей называть моего ребенка больным». Рядом с ними сидел еще второй мальчик, судя по всему, брат хулигана, и он сказал: «Шон, зачем ты это делаешь?» «Заткнись», — ответил ему наглый пацан. «Извините, я не могу просто так смыть это. Ваш сын попал не только на голову, но и на кофту. Хочу сказать, что мои волосы довольно длинные, а также светлые. Я думаю, Кока-Кола не смоется так легко».
Мы долго припирались с ними, просили, чтобы мать успокоила своего ребенка, оплатила химчистку толстовки и, наконец, сделала замечание мальчику. После нескольких минут разговоров ни о чем, мой отец просто подозвал охрану. Они подошли и спросили, что случилось. Папа рассказал ситуацию, а вредный мальчишка, видя, что дело принимает опасный поворот, начал говорить, что он пролил колу случайно. Второй брат, видя, во что превратился этот спектакль, просто сидел, опустив голову вниз, и накрыл ее капюшоном. Затем он, видимо, не выдержал и закричал: «Но ты же сделал это специально!» «Джек, заткнись, черт возьми!» Влезла в разговор я ж мать. Пока ругань продолжалась, моя сестра предложила мне пойти и отмыться. О том, что было дальше, мне рассказал мой отец. Пока нас не было, папа при поддержке второго мальчика все же заставил признаться хулигана в том, что он сделал это намеренно. Под угрозой вызова полиции я же мать отдала деньги за химчистку, а злой мальчик получил от нее хорошего подзатыльника. Мой отец сказал второму брату, что он поступил как мужчина, поблагодарил его и пожал руку. Итог такой: эту семью внесли в черный список и запретили посещать массовые мероприятия на этом стадионе. Мне очень жаль, что паренек, который вступился за нас, так сильно пострадал из-за проделок своего брата. Да, кстати, волосы с трудом, но отмылись, как и толстовка. Летели с парнем после Нового года из Москвы. Половина самолета в ЕКБ, другая половина в город Мирный. Рядом у иллюминатора как раз сидела девушка-якутка, а сзади мамаша с ребенком. Слава богу, ребенок не позади меня. По закону жанра маленькая девочка, не успев усесться и еще не взлетев, начала бешено колотить ногами по спинке переднего кресла. Да так целенаправленно и ритмично, что аж мое затряслось. И тряслось довольно долго. «Успокойте, пожалуйста, ребенка». Наконец, не выдерживает девушка. Она уже полчаса бьет ногами по моему креслу. Потому же закону жанра мамаша внезапно набирает воздуха и начинает громкий наезд. «Ничего страшного, ребенку 4 года, придется потерпеть. У нас долгая дорога, 2 часа. Не нравится? Я здесь при чем?» «У меня тоже долгая дорога, я лечу до Якутии», — довольно вежливо отвечает девушка. «Потерпишь», — отрезает баба. «Ни себе!» — вырвалось у меня. «Ты это только в самолете поняла, что у тебя маленький ребенок и долгая дорога?» — мелькнула в голове. «Почему загодя было не взять с собой книжки, раскраски, мультики в конце концов и так себя вести вообще? Еще и при своей же дочери. Ну полное же дно». А вслух говорю: «Прикольно», глядя на тетку между креслами. Та только вылупила на меня глаза. «Что прикольно?» — спрашивает рядом сидящий бойфренд. Я ему пересказываю события. «Кабздец», — говорит он, приподнимаясь над креслом и тоже выглядывая на тетку. И не поверите, она заткнулась. Не то чтобы сильно, не то чтобы ее дочь насовсем угомонилась, периодически возобновляла свою долбежку. На взгляды девушки мамаша периодически довольно громко и демонстративно шипела. «Ну хватит уже стучать. Видишь, девушки нервничают». Я не видела, что там у них сзади происходило, но в середине полета к ним подошла стюардесса и попросила пересесть в хвост. Тетка почему-то выперлась к нашим креслам, и тут образ завершился. Это оказалась толстая очкастая бабень в растянутой кофте и с сальными волосами. Она также долго демонстративно с обиженным лицом вытаскивала вещи с полки. Я ждала, что она что-нибудь уронит, но нет. Свершилось, думаю. Вот я и попала в историю, которых прочитала десятки. Вот оно, я ж мать. Не то чтобы я их раньше не встречала, просто в тот момент я сама была на 2-м месяце. До сих пор страшно. Не дай бог вот так после родов лишиться адекватности и мозгов. Не дай бог. Поделись своей историей в комментариях. Если не подписан до сих пор на канал, то самое время это сделать. А сейчас предлагаю посмотреть другие клевые видео, которые ты, возможно, еще не видел. Благодарю всех за просмотр. С вами был Саша Бодряк. Всем удачи и до скорого!